Я рада приветствовать вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я хочу показать, как связать очень простую ручку для сумочки. В моем мастер-классе я буду использовать шнур карамель и вот его характеристики. 200 грамм на 75 метров. В составе полиэфир и кашмелон. Ширина нити 5 миллиметров. Всего этого шнура у меня уйдет около 30 грамм. А также понадобятся крючки номер 5 и номер 4. Пятерка понадобится для основного вязания, а крючок номер 4 понадобится для соединения ручки. Ну и давайте приступим к вязанию. В самом начале отмеряем хвостик около 5-7 сантиметров. Укладываем крючок вот таким образом. Поднимаем хвостик вверх, разворачиваем крючок и получили вот такую рабочую петлю. Заводим крючок под рабочую ниточку и протягиваем через эту петельку. Вот этот узелок мы не считаем, мы его в дальнейшем будем распускать. И набираем то количество воздушных петель, которое вам подходит для вашей ручки. Можно набирать от 16 до 20 воздушных петель в зависимости от материала, из которого вы вяжете. Я вяжу из шнура карамель, как вы помните. Поэтому наберу 18 воздушных петель, не считая вот самую вот эту первую. Завожу крючок под рабочую ниточку и протягиваю ее через рабочую петлю. Повторяю то же самое, провязываю сейчас вторую и так далее. Всего 18 воздушных петель наберу. После этого буду вязать поворотными рядами столбики без накида. Делаю воздушную петлю подъема. И когда я переверну эту цепочку, вижу вот такие дужки. Вот за них я сейчас буду провязывать этот ряд. Отступаем. Нахожу вот первая, вторая, третья. И в третью я ввожу крючок вот сюда. Цепляясь за одну ниточку, под крючком у меня будет проходить вот такая цепочка. Под крючком будет находиться две вот такие ниточки. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, захват рабочей нити и провязываю столбик. Всего сейчас нужно провязать столько же, сколько и у вас набрано воздушных петель. Я, повторюсь, набирала 18, поэтому я провяжу 18 столбиков. Подъемный столбик мы тоже считаем, он первый, второй и так далее. Вяжем вот за эти дужки. Провязала 18 столбиков, и как вы помните, вот этот узелок необходимо распустить. Вытягиваю эту петельку и, расправляя вот эту петлю, затягиваю ее. Вот так. Эту ниточку можно спрятать в вязание сейчас, либо в конце вязания уже прятать вовнутрь в полотно. Вяжем второй ряд. Делаем воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание по часовой стрелке. И теперь в этом ряду провязываем между столбиками предыдущего ряда. Находим ту точку, где мы сделали подъемный столбик. Вот она, петля основания. Перемещаемся вот сюда, в следующую, то есть вот сюда. И вводим крючок. С обратной стороны это будет выглядеть вот так. Сейчас мы будем вязать за вот эти верхние петельки. Захватываю рабочую нить и вытягиваю ее. Опять захват рабочей нити и провязываю столбик. Так мы вяжем в каждую вот эту точку за верхнюю петельку столбики без накида. Всего их должно получиться также 18 или любое то число, которое вы провязали в самом начале. Всегда ориентируйтесь на вашу цепочку, и чтобы в каждом ряду у вас соответствовало количество столбиков этому числу. Я вот уже подхожу к самому концу вязания. И сейчас покажу, как провязать в самом конце. Вот сейчас у меня остается, вот они, два столбика. Вот он первый, вот он второй. Сейчас мне нужно провязать вот сюда 17.
а 18 я провяжу прямо вот в этот столбик, вводя крючок таким образом, чтобы у меня захват был, будто бы я ввела в центр этого столбика. И захватить нужно 2 ниточки. Вот так. Захватываю рабочую нить и провязываю последний столбик. Вот так получается. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваюсь по часовой стрелке и провязываю точно так же. Вот она, петля основания первого подъемного столбика, перемещаюсь в следующую точку и провязываю точно так же до конца этого ряда. Провязав до конца ряда, мы опять делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и вяжем из ряда в ряд это полотно. Всего необходимо провязать 5 рядов. Когда вы довязали до все эти 5 рядов, мы прячем вот этот хвостик вовнутрь этого полотна, этой ручки. Обратите внимание, что у меня здесь вот они, лицевые столбики, и здесь тоже лицевые столбики. Значит, когда я буду складывать ручку пополам, что показалась вот эта ниточка здесь, с этой стороны, то есть внутри. Поэтому прячем ее в эту область. И теперь располагаем к себе вот таким образом, складываем эту деталь пополам, вот так. И крючок номер 5 меняем на крючок номер 4, для того, чтобы более плотно связать вот эту область, немножечко стягивая ее. Нахожу, вот он, первый столбик, я в него за одну ниточку вот так ввожу крючок и захватываю вот эту петельку на эту сторону к себе. Подтягиваю эту петлю и начинаю собирать с двух сторон петельки. Сначала с этой стороны одну ниточку, то есть вот эту заднюю стеночку, и с этой стороны тоже одну ниточку, заднюю стенку. Захватываю рабочую нить, протягиваю через эти петли, а потом и через петлю, которая у меня была на крючке, то есть через рабочую петлю. Сильно не вытягиваем эту петлю рабочую, опять захватываю с этой стороны, то есть заднюю стенку, и с этой стороны тоже одну стеночку. Захватываю рабочую нить и протягиваю через все эти петли. Вот так. Таким образом мы вяжем до конца этого ряда, захватывая по одной ниточке с каждой стороны. И провязываем вот такие соединительные столбики. А когда у вас остается провязать еще 2 вот так столбика, провязываем предпоследний и последний захватываем с этой стороны, и вот здесь отодвигаем и находим, вот он столбик, и здесь захватываем ниточку, провязываем ее полностью. Все, на этом наше связывание ручки готово. Обрезаем ниточку, опаливаем ее об огонь и вытягиваем полностью. Этот хвостик мы прячем вот здесь в полотно. Придаем ручке желаемую форму, фиксируем на эти точки кольца карабины и устанавливаем ручку на сумочку. Надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезным. Оцените это видео, подписывайтесь на мой канал. У меня для вас еще очень много полезных обучающих видео и идей. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!